Так, всем привет. Привет. Новая торговая сессия. Я, в принципе, сейчас не планировал торговать, но быстренько проклацывал вкладки, нажал на скринер и увидел, что здесь у нас происходит что-то интересное. Видел, вот эта монета какой-то пам было, тут еще две монетки резко падать начали. И решил, что лучше сейчас зайду посмотрю, что происходит. Может будут какие интересные моментики, чтобы поторговать. Так, скринер есть. Сейчас терминал открывается. Так, давайте сразу монетку. Вот это, кстати, может пропасть. Усуал какой-то. Так, быстро подобавляю себе монеты и буду смотреть. Так, IUTX. Мгм. Так, какая move или не знаю, как она правильно читается, вроде move. А может и не move. Так, добавляем третья монетка. Давайте так, это пока такой быстрый просмотр. Тут у нас, тут у нас все стандартно по объемам. Биткоин, эфир, кстати, эфир обогнал биткоин по объемам торгов. На это за 15 минут. Это нормально. Так. И смотрим, нужно немножко подправить графики. Так, тут у нас в принципе восходящее движение, это просто резкий откат. Так что здесь возможно лонговое движение смотреть я буду. Тут-то смотрю на ситуацию. Тут-то, кстати, также на в зону уже поддержки. Тут по ситуации. Тут было резкие все это движение вверх. Вкатали двумя свечами и остановились. Так что здесь я буду смотреть по ситуации. Тут что за монетка у меня? Тут мы, в принципе, просто выстрелили. Глобально находимся в восходящем движении. Так, сколько в процентах? Это 4% движения. Это сильное. Тут также я по ситуации смотрел вот здесь. Кстати. Вот здесь уже как будто можно будет зайти. Я хотел бы лонгануть и вот этот перехай взять. По процентам это, кстати, пока не так-то много. 0,76 примерно. Так что нужно еще немножко, чтобы было чуть больше страха. Если да, вот сейчас она начнет резко пробивать, еще в идеале вот здесь немножко подержится, а не будет дальнейшее движение, то вот здесь, как мне кажется, трейдеры бы заходили в шорты. И ставили стоп коротенький в процент примерно вот за этот хай. Но для этого цена должна постоять примерно вот в этом диапазоне, хотя бы минуты две, чтобы те, кто сомневались, дало им возможность зайти. Так, сейчас просматриваю. Кстати, вот этот рост мы вкатали. Ну, так, наполовину, скажем. Это процента 2, да? Этот откат на 2. Чуть больше 2. Чуть больше 2. Так, тут мы стоим. Давайте еще, может, какая монетка в топе есть у нас. В топе по росту. Но сейчас мы стоим в боковике на хаях. Мгм. Похожая ситуация, просто началась на максимумах сильные замедления.
Вот эту монетку я дальше все же посматриваю. Кстати, аж 1,5% уже нужно движение вверх, чтобы пойти вверх. Но тут-то я уже сомневаюсь. Она слишком резко, как по мне, сделала движение вниз. Поэтому я не уверен, что мы дальше пойдем на перехай. Может пойти быстрое движение вниз и продолжать нисходящее движение, скажем так. Это 2% уже далеко заходить. Далеко здесь. Я думаю, с точки зрения шортиста, если бы я хотел вот здесь зайти в шорт, то вот здесь со стопом в 2% заходить уже страшновато. Поэтому пока я здесь не захожу. Не захожу. Тут мы пока просто наблюдаем. Вот здесь интересно посмотреть бы, куда вот этот диапазон выйдет. Так как, в принципе, было резкое падение вниз, ситуация уже более шортовая, скажем так. Но мы остановились возле какой-то зоны поддержки. И если мы начнем все вот эти сквизы вниз выкуповывать и дальше медленно как-то двигаться вверх, тем самым дая возможность зайти в лонг трейдерам, то вполне возможно... Блин, а тут, кстати, очень много в процентах мы двигаемся, смотрю. Типа вот все вот эти движения. Ну, сколько вот это просто минутная свеча, 2%. Это много. Это много. Так что пока я здесь тоже эту монетку понаблюдаю. Тут мы притормозили. Ой, как я вовремя видел вот этот прострел. Сколько в процентах? Почти 5%. Монетка КМН. В скринере она появилась? Пока еще даже нет. Интересно, как они обыграют вот эту ситуацию, потому что было сильное накопление, резкий пробой уровня вверх. Тут прям важно, что сейчас начнет формироваться, куда будут давать возможность зайти. Так. Думаю, тут нужно немножко подождать. Мне нравится, как рынок сейчас двигается. В принципе, вот эти все монетки, которые стреляют. Но на данный момент я не вижу никаких точек входа. Кстати, я забыл в начале видео сказать, сегодняшний день я начинаю со 123. Стоп-лосс на день 118.
что ниже этой отметки опускаться точно нельзя. Выше, в принципе, у меня такой примерный лимит на максимум это плюс 10. Но это если уж очень сильно будут идти сделки, это такой условный уровень. Поэтому пока так. У меня есть такой небольшой сценарий, интересно, будет ли он отыгрывать, что опустится цена примерно вот сюда, уже в этой зоне, как мне кажется, начнут люди шортить. Но вот сейчас пока больше лонгистов, то есть если мы пойдем вниз, ну, кстати, 2% движения может быть спокойно. Мы попрем тех, кто вот заходил на вот этом снижении, который планирует взять продолжение движения. И вот здесь, когда немножко постоим, наберут шортистов, будет какой-то прострел вверх. Если все будет так отыгрывать, как я хочу, то зайду здесь в сделку. Зашел на маленький объемчик, я хочу сейчас микро сделку словить. Тут на не основной объем, скажем так, просто чтобы протестировать. Примерно вот тут где-то поставлю стоп-лосс 67,7. Просто словить, если будет безоткатное движение, то мы его возьмем дальше. Если тут начнут какие-то манипуляции, остановка цены плавной какой-то или нормальное движение вверх, то просто закроемся там минус 50 центов примерно. Чисто наполовину обычно. Но если все пойдет по сценарию, то мы возьмем тут примерно 1,5% движения. И вот здесь, если сформируется такая картина, как я говорил, мы еще возьмем лонговое движение. Так. Тут я, кстати, вообще не уверен в этой шортовой сделке. Поэтому тут больше, скажем так, как на перспективу взял. Поэтому и заходил на маленький объем. Точнее, с маленьким риском объем нормальный, но просто риск поставил небольшой. Тут мы начинаем плавно идти вниз. В лонг уже не особо верится. С этого момента, наверное, процент движения, процент это, кстати, вот сюда. Я думаю, где-то их профит ставить, если что. Но может тут сейчас каким-то откатиком меня и заберет по стопу. А может нет. Если нет, то take profit примерно процент 2. Давайте посмотрю более подробно, где примерно начнут шортить. В теории, если весь рост вкатывает и чуть ниже начала начинает стоять движение, то есть примерно вот здесь где-то, то вот здесь уже активно бы заходили в шорт трейдеры, как мне кажется, возле 66. Но меня перед этим может какой-то тенью выбить. Посмотрим. Так, тут у нас все хорошо.
Тут я, кстати, зашел бы еще. Я посматривал на эту сделку, но здесь такое 1 к 1 или даже может меньше соотношение просто на вот этот перехай. 31. Сейчас выставлю 5, 6, 8, 4. Сейчас попытаюсь объяснить логику здесь сделки. 30 и выставлю только. Вот так вот. Тут у нас, кстати, к сожалению, закрыло по стопу. Ладно, здесь мы не очень большим объемом рисковали. Э, Выровняю объема. Чтобы у меня здесь снова было так, как я захожу обычно. Кстати, возможно, это... Ну нет, это прям резкое движение. Пытаюсь понять, почему оно здесь растет. С одной стороны, была просто остановка цены, и нужно было прямо определить дальнейшее движение. Мы пойдем вверх или вниз. Так как, в принципе, здесь могут еще и немножко лонгистов добить именно вот этим сквизом вверх. Те, кто не мог определиться, движение вот это вверх дало логику, что дальше мы можем, по идее, продолжить движение вверх. Так что если медленные какие-то движения будут, то здесь логика сохранится на вход в шорт. Но если быстрые, то уже я буду рассчитывать, что это полноценное движение вверх. Тут мы просто еще... Тут уже на обычный объем со стандартным стопом в процент. С обычным take профитом. Так. Хочу. Так, посмотреть на монеты, которые до сих пор ходят. FLM продолжает падать. Я ее себе не открывал, потому что она и так была на дне. Кстати, возможно, это ошибка. Я на нее обратил внимание, когда первый раз на скринер смотрел. Ну да, тут началось такое чуть больше ускорение вниз. Мы пробили уровень такой небольшой поддержки. Сейчас стоим снизу. Вот так мы. Так, по моей открытой у меня позиция вот здесь. Кстати, закрыла быстрым импульсом в take profit. Так что, по идее, меня сейчас, пока мы в плюсе, там было на пол объема, здесь на полноценный объем. Тут еще дальше начался прострел. Но это меня пока уже не волнует. Так, посмотрим еще ситуации. Нету ли здесь каких-нибудь круглых цифр, возле которых люди могут заходить в лонга или наоборот шорты? 37, но... Хм,
Не уверен здесь, поэтому пока посмотрю дальше. Тут у нас просто установка. Так, ну, в принципе, я здесь заходил, именно начинал эту торговые сессии только потому, что увидел, что начались резкие движения. Сейчас цена поостанавливалась. И никаких в моменте точек входа не вижу. Тут примерно сидеть где-то полчаса. Ну, примерно по полчаса ждать точку входа. Наверное, на этом закончу эту торговую сессию чуть позже. Сегодня еще одну или две, смотря как дальше пойдут дела. Еще одну или две торговые сессии запишу. А эту буду заканчивать. Так. Ну да, примерно 50 центов, как я и говорил, заработал. Это немного, но пол тейк профита, скажем так, взял. Так что все.